Осознанный подход к негативным эмоциям разительно отличается от привычных автоматических реакций. Вместо того, чтобы сразу поддаваться чувствам страха, гнева или тревоги, осознанный человек начинает с их распознавания и принятия. Мы понимаем, что эмоции — это естественная часть человеческого опыта, и не пытаемся их подавлять или игнорировать. Далее наступает этап наблюдения за эмоциями без вынесения суждений. Нам нужно просто замечать, как негативные чувства возникают, трансформируются и постепенно уходят, не пытаясь оценивать или осуждать их. Параллельно мы можем видеть, что эмоции зачастую вызывают поток тревожных мыслей. Как вы знаете, поток негативных мыслей не нуждается в каком-либо активном участии с нашей стороны. Они как бы плодятся сами по себе. И чем больше мы в них погружаемся, тем больше они одолевают и захватывают нас, тем самым создавая негативный эмоциональный фон, когда мы волей-неволей ожидаем чего-то плохого. В этом случае нам нужно намеренно вернуть свое внимание к телесным ощущениям или дыханию, отстраняясь от этого ментального потока. Вы можете осознанно переключиться на другие, позитивные мысли, смещая фокус в сторону размышления и решения этих проблем. Важно помнить, что появление негативных мыслей, тревоги или страха является всего лишь программой. Это своего рода программы, заложенные в наше сознание. Давайте подробнее разберемся, что представляют собой эти программы и откуда они берутся. С точки зрения современной психологии и нейронауки, программы — это устойчивые нейронные паттерны в нашем мозге, которые формируются в процессе нашего жизненного опыта. Они представляют собой привычные реакции, модели мышления и поведения, которые мозг запоминает и воспроизводит автоматически. По каким причинам возникают такие программы и зачем они вообще нам нужны? Первое — это эволюционная адаптация. Многие наши негативные реакции, такие как страх или тревога, изначально служили для выживания на ранних этапах развития человечества. Мозг запоминал эти реакции, чтобы быстро распознавать и избегать опасности. Второе — это ранний жизненный опыт. Программы также закладываются в детстве под влиянием окружения, взаимодействия с родителями и другими значимыми людьми. Негативные установки, усвоенные в раннем возрасте, становятся устойчивыми моделями поведения. Третье — это повторение и подкрепление. С каждым новым повтором негативная программа только усиливается. Если мы продолжаем подкреплять эти мысли и реакции, они становятся все более закрепленными в нейронных связях мозга. Таким образом, негативные мысли, тревога и страх — это своего рода автопилот нашего разума, который срабатывает на базе этих устоявшихся программ. Но важно понимать, что мы не обязаны им подчиняться. Осознавая природу этих программ, мы можем сознательно работать над их преобразованием. Следующей важной составляющей осознанного подхода является сострадание к самому себе. Вместо того, чтобы критиковать себя за переживание сложных эмоций, мы проявляем понимание и принятие, осознавая, что все люди время от времени испытывают подобные чувства. Это позволяет нам избежать усиления негативных состояний. Мы стараемся сосредоточиться на настоящем моменте, а не застревать в прошлом или тревожиться о будущем. Это помогает нам не преувеличивать масштаб проблемы и не усугублять ситуацию. Для более эффективного преодоления негативных эмоций мы также можем регулярно практиковать различные методики релаксации, такие как медитация или прогулки на природе. Кстати, прогулка на природе — это по-настоящему ценное время, когда вы можете начать осознавать себя,
свое тело, ощущать пространство вокруг себя, единство и взаимосвязь с окружающим миром. Сочетайте это с практикой благодарности. В результате такого осознанного, принимающего и сострадательного отношения к своим переживаниям человек обретает способность наблюдать за эмоциями, не отождествляя себя с ними. Это дает больший контроль над своими реакциями и помогает быстрее восстанавливать внутреннее равновесие. Кроме того, осознанность положительно влияет на общее психологическое благополучие. Исследования демонстрируют, что регулярная практика осознанности ассоциируется с более высокими показателями удовлетворенности жизнью, позитивным эмоциональным фоном и ощущением осмысленности существования. Это происходит потому, что осознанность помогает глубже познать самого себя, свои ценности и жизненные приоритеты, и по большому счету позволяет нам не распалять свои силы и энергию по пустякам. И все начинается с ваших мыслей. Еще одно важное преимущество осознанности – это улучшение концентрации внимания и когнитивных способностей. Практика фокусировки на настоящем моменте тренирует мозг человека быть более сосредоточенным и восприимчивым, что положительно сказывается на рабочих процессах, творчестве и решении сложных задач. Наконец, осознанность способствует развитию гибкости и нестандартности мышления. Вместо застревания в привычных ментальных паттернах, осознанный человек способен смотреть на ситуации под новым углом и находить оригинальные решения. Это особенно ценно в условиях быстро меняющегося мира, где способность адаптироваться и мыслить креативно становится все более важной. Уделяя всего несколько минут в день развитию этого навыка, человек может рассчитывать на значительные преобразования во всех сферах своей жизни. Вот несколько простых практик, которые помогут тренировать осознанность и внимание к своим мыслям. Медитация на дыхание. Сядьте в удобную позу и сосредоточьтесь на дыхании. Наблюдайте за вдохами и выдохами, не пытаясь их контролировать. Если ваши мысли начинают блуждать, мягко возвращайте внимание к дыханию. Начните с 5 или 10 минут в день, постепенно увеличивая длительность. Практика осознанности в обычных действиях. Во время повседневных дел – еда, ходьба, мытье посуды – полностью сосредоточьтесь на том, что вы делаете в данный момент. Обратите внимание на ощущения, звуки, запахи. Заметьте, когда ваши мысли начинают отвлекаться, и мягко верните внимание. Записывание мыслей. Возьмите блокнот и ручку. Каждый раз, когда вы замечаете, что ваши мысли отвлеклись, запишите это. Не судите себя, просто отмечайте, когда ваше внимание ускользнуло. Это поможет вам стать более осознанным. Якорение в моменте. Найдите несколько якорей в течение своего дня, например, чашку кофе, закрытие двери дома, которые будут напоминать вам вернуться в настоящий момент. Каждый раз, когда вы натыкаетесь на такой якорь, сделайте глубокий вдох, осознайте, где вы находитесь и что вы делаете. Регулярная практика этих упражнений постепенно сделает ваше внимание более сосредоточенным и развитым. Не ждите мгновенных результатов, важно проявлять терпение и настойчивость. Итак, давайте пробежимся по самым важным моментам. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что вы не можете изменить, сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать. Программы – это устойчивые нейронные модели в нашем мозге.
которые формируются в процессе накопления жизненного опыта. Они представляют собой привычные реакции, способы мышления и поведения, которые мозг запоминает и воспроизводит автоматически. Когда у вас появляется какая-либо болезненная или негативная программа, помните, что это всего лишь сложившаяся в вашем мозге программа, а не неизменная данность. Практикуйте сострадание к себе. Относитесь к себе с пониманием и нежностью, как вы бы относились к своему лучшему другу. Находите баланс между самоанализом и действием. Иногда полезно поразмышлять о себе, но не застревайте в этом. Также важно предпринимать конкретные шаги, чтобы двигаться вперед. Окружайте себя поддерживающими людьми. Ищите близких, которые помогут вам взглянуть на вещи с другой стороны и поддержат вас. Занимайтесь практиками, которые помогают вам оставаться в настоящем моменте. Сделайте практику благодарности ежедневным ритуалом. Главное – не забывать о других сферах вашей жизни и не позволять одной теме занимать слишком много места. Найдите способы направить свою энергию в более позитивное русло. Современные научные исследования ясно показывают, что наши мысли являются мощным фактором, определяющим различные сферы нашей жизни, от физического здоровья до профессиональных и личных успехов. Понимание этого открывает перед человеком широкие возможности для личностного развития и трансформации своей жизни. И вы точно способны достичь желаемых результатов.